Всем привет! Вы на канале Аудиофонд. Привет всем моим подписчикам, гостям моего канала. Если вы гость, то обязательно подпишитесь на мой канал. Итак, наша редкая, но очень интересная рубрика «Трипология звука». Теперь название канала перекочевало навсегда в эту рубрику, там, где мы делаем обзоры. Итак, сегодня у нас на обзоре очередные клавиши Roland, легендарные, 1988 года. Это рабочая станция, крутейший 12-битный сэмплер, а также любимая клавиатура Лиама Хоулета Roland W30. По поводу съемки обзора на эти клавиши, конечно же, возникало уйму вопросов, потому что в основном мы в этой рубрике рассматривали аналоговые синтезаторы, вот, а это сэмплер, да, то есть сэмплер, соответственно, сэмплер играет звуки, которые мы в него записываем. Да, мы можем послушать характер звука, то есть оцифровки, ресэмплирования, но по факту сэмплер — это устройство, которое воспроизводит то, что мы в него записали. И если в остальных обзорах мы оцениваем звук самого устройства, то тут сделать это, в принципе, можно только косвенно. Я подумал и решил, что раз это сэмплер, то мы должны посмотреть, в принципе, результат действия этого прибора, наверное, какой-то трек. И по ходу этого обзора, помимо того, что мы будем смотреть какие-то функции, смотреть на его дизайн, смотреть на его устройство, мы также будем делать некоторое демо, который и будет являться отражением духа этого устройства, духа тех лет, именно классического звука, техно, брейкбита и других стилей, в которых использовался этот прибор. Соответственно, идея, задумка вот такая. Итак, начнем с дизайна. Вопрос дизайна по Роландам, в принципе, у меня в голове закрыт. То есть Роланды — это были достаточно типовые устройства, у них одинаковое шасси, похожие устройства клавиатуры, у них взаимозаменяемые компоненты, клавиши, например, резиночки графитовые и так далее. Сейчас я вам покажу наглядно. У меня в наличии два прибора Roland, то есть Roland W30 и D20. И у них абсолютно одинаковое шасси, то есть они отличаются только разными, соответственно, выформовками под кнопки и экраны, а размер корпуса, размещение флоповода, соответственно, джойстики — это все одинаковое. W30, D20, соответственно, по высоте,
по ширине полностью идентичны по виду. Флопик расположен в том же самом месте, алюминиевые панели, джойстики, то есть все полностью идентично. В принципе, большинство Роландов тех годов выглядит примерно одинаково. То есть вопрос дизайна здесь мы не рассматриваем. А сейчас давайте все-таки подробнее рассмотрим, что у нас есть по управлению, где как что расположено, что у нас доступно на задней панели и так далее. Размер Роландов, конечно, маленьким не назовешь. Это 61 клавиша, это полноразмерная клавиатура, плюс место для флопика и джойстика. И по итогу мы получаем очень широкий прибор. Назвать его переносным или компактным у меня язык не поворачивается, но как мы знаем, Лиам Хоулет активно использовал именно эти клавиши для гастролей. И данные клавиши являлись основным устройством ввода для всего остального сетапа. И в основном использовал он эти клавиши как раз-таки для контроля над другими приборами. Ну и параллельно для подыгрывания какими-то сэмплами. Конкретно в этом приборе вместо устаревшего флоппи дисковода установлен эмулятор флоппи GATEC. Сама рабочая станция достаточно старая, и даже за GATEC она грузится в принципе очень медленно, то есть полминуты, минута уходит на инициализацию системы. В данном месте мы видим название прибора Roland W30 Music Workstation, то есть данный прибор позиционируется как рабочая станция. Итак, вот на этом пункте остановимся поподробнее, то есть рабочая станция. Что сделали Roland в своем приборе Roland W30? Они взяли за основу свои секвенсоры MC300 и 500 и расширили до 16 дорожек, и таким образом получился секвенсор в W30. Далее они взяли движок от сэмплеров своих же S50, S550, S330, и это является основой сэмплеров W30. И еще добавили к этому всему, то есть полноразмерную клавиатуру 61 клавиша плюс там Aftertouch. И таким образом получился полностью готовый прибор, рабочая станция, который позволяет вам писать секвенции и, соответственно, сэмплировать звуки. И все это в одном корпусе с клавиатурой. То есть получилось комплексное устройство. Именно поэтому W30 называется рабочей станцией. Что это дает? Во-первых, огромнейшее преимущество в том, что все это собрано в один корпус, и сделано это очень удобно. То есть линейный секвенсор, он позволяет не только проигрывать, соответственно, секвенции самого W30, управлять сэмплером W30, но и позволяет управлять внешними устройствами, что и активно делал Лиам Хоулет. То есть он помимо того, что использовал звук самого W30, он активно еще использовал выходы с W30 как управление для внешнего сэмплера. То есть если посмотреть его
его живые выступления, то можно в стойке увидеть всегда сэмплер Akai. Также эти клавиши можно соединять параллельно и, например, двумя клавишами играть и так далее. То есть на самом деле возможностей для коммутации очень много. То есть и рабочая станция, она стала источником, то есть центром управления в сетапе Howlett, когда он выступал на лайвах. И пользовался он этим очень долго, то есть с момента, когда он в 19 лет купил W30, это 91 год, до практически 2008-2009 года. И даже в 2011 году можно увидеть фотки на Тамблере, где выложен W30, то есть соответственно с логотипом Prodigy. Еще один важный момент, связанный с вот этим построением, то есть то, что за основу брали соответственно функционал и принцип приборов, которые уже были у Roland, это дало нам возможность обратной совместимости. Roland W30 может спокойно загружать дискеты с S50, 550, S330 сэмплера. Соответственно, он может проигрывать секвенции с секвенсоров MC300 и 500, формат Super MC, да, только формат этот немножко более расширенный, потому что в секвенсорах MC300 и 500 использовалось, по-моему, 6 дорожек, то в W30, соответственно, уже их расширили до 16 штук. Ну, плюс особенности, например, в W30 один MIDI-выход, а в секвенсорах MC300 и 500 было два раздельных MIDI-выхода. Но в любом случае все это дало возможность построить такой комплекс. То есть у нас есть наработки, да, эти наработки превратились в нечто единое целое, и плюс есть еще обратная совместимость, библиотека уже наработанных людьми сэмплов, звуков, банков, то, что дало возможность прямо активно использовать W30. А я уже молчу про то, что у него есть, соответственно, ROM-память, в которой вшиты с завода некоторое количество тембров, пресетов, которые можно использовать помимо тех, которые вы будете сэмплировать позже. В общем, по итогу это такой, скажем так, законченный прибор, микрокомпьютер, при этом строго заточенный под одну задачу. Соответственно, да, можно было использовать в то время, например, ПК и какую-нибудь DAW-систему, и позже Liam использовал это, например, он использовал Cubase. Насколько я помню, Firstotter уже было на Cubase сделано. Но железо всегда решает, потому что железо глючит меньше. То есть программы имеют свойство зависать, компьютер имеет свойство тоже зависать и ломаться, вот, а в лайвах это недопустимо. То есть, хотя мы увидим в более поздних выступлениях уже у Лиама комплект из двух ноутбуков и, скорее всего, что-то типа Ableton там, наверное, то более ранее все выступления фактически с 91 по 2008 и 2008-2009 годы, то есть он использовал комплект из двух W30 в роли ведущих устройств. Ну и в стойке у него была обработка и другие, соответственно, устройства, сэмплеры, синтезаторы и так далее. Roland W30 выгодно отличает наличие большого экрана. На канале в рубрике «Мастерская» вы можете найти историю про то, как я данный экран восстанавливал, а конкретно делал в нем новую подсветку.
Также у нас есть регулятор громкости, функциональные клавиши для проигрывания и перемещения по секвенсору, функциональные клавиши под экраном, которые меняют свое действие в зависимости от того, на каком экране мы находимся, цифровой блок для того, чтобы вводить какие-то цифровые значения, буквы и так далее, и наличие двух энкодеров, один из которых используется как курсор, а второй для ввода, соответственно, значений для перещелкивания. Наличие этих двух энкодеров, в принципе, ускоряет работы с вводом параметров, но сами по себе энкодеры эти достаточно такие тугие, и, например, одним пальцем их крутить неудобно. Могу сказать, что реализация энкодера в некоторых других приборах более удачная, и, в принципе, от энкодера требуется плавность именно хода, легкость, чтобы мы могли, например, какие-то значения очень быстро прокрутить. Я имею в виду, для того, чтобы вводить значения, приходится практически всеми пальцами делать вот такие поступательные движения, да, то есть нельзя вот брать и одним пальцем, например, крутить данный энкодер. Про качество пластиковых накладок кнопок я уже не один раз рассказывал на канале. Это самое слабое место в Роландах. Практически всегда эти пластиковые накладки над кнопками имеют свойство внутри ломаться, залипать и так далее. В данном случае прибор перебран, все кнопки здесь новые, поэтому звучит все это одинаково, срабатывает очень четко, но обычно данные приборы достаются их владельцам с уже убитыми как тактовыми кнопками, так и вот этими накладками, которые имеют свойство разбалтываться, заклинивать и так далее. На задней панели прибора мы можем видеть 8 независимых выходов, которые можно, соответственно, назначать на те или иные группы сэмплов. Также есть общий выход, который микширует все каналы. Есть выход под наушники, и здесь же у нас располагается вход для записи с внешнего источника. Соответственно, это самый главный разъем на приборе, то есть через этот разъем мы загоняем сэмплы. Также к этому разъему относится вот эта ручка, которая является ручкой чувствительности, так называемый gain. Далее на задней панели располагаются разъемы MIDI out, MIDI in, MIDI true, разъемы для подключения педалбордов двух типов DP2 и EV5. Также здесь располагается SCSI разъем, соответственно, можно было подключать внешний винчестер. Также здесь располагается ручка для управления контрастом экрана. Итак, технические характеристики W30. У нас 16-голосная полифония, и это крайне круто, то есть 16 голосов может звучать одновременно. Секвенсор — это 16 треков, это больше каналов, чем в аппаратных секвенсорах предыдущего поколения MC300 и 500 стационарных, да, роландовских. Здесь 16 треков, и каждый трек можно, соответственно, в нем 16 каналов MIDI писать. То есть на один трек вы можете писать события нескольких каналов, то есть попеременно, например, на первый, второй, третий, и это все на один трек писать. Здесь же из фич это микроредактирование, квантизация, соответственно, да и вообще управление секвенсором в W30 достаточно удобное. Там есть возможность режима записи просто как подорожечно, то есть включил запись и пишешь линейно, как будто мы пишем на многодорожечный магнитофон, как бы на студии. Так и есть более продвинутые способы ввода, то есть, соответственно, шаговый и так далее, там петля. Это все дает просто огромные возможности
возможности по, соответственно, редактированию секвенций, да, то есть там есть метки и так далее, то есть можно быстро переключаться между ними. Это все крайне удобно. Далее у нас есть 8 независимых выходов, то есть которые можно назначать на те или иные группы сэмплов. У нас удобнейший метод назначения сэмплов на группы клавиш. Мы записываем некоторые сэмплы, назначаем потом эти сэмплы на так называемые тона, по-моему, их 32 штуки, и потом, соответственно, на клавиатуру мы можем назначить разные тона. Причем это можно сделать даже на конкретно отдельные клавиши. Например, вот эти 5 клавиш будет один тон, вот эти 2 другой и так далее, и так далее. Это все очень удобно. Как я уже упоминал, в Roland W30 у нас стоит большой экран, 240 на 64, по-моему, точки, то есть и это позволило отказаться от внешнего экрана. То есть в предыдущих сэмплерах была возможность подключения внешнего достаточно дорогого экрана для того, чтобы удобно редактировать, видеть waveформу сигнала, да, то в данном случае все это можно увидеть на экране самого W30, и он интегрирован, он хорош, и на то время это был достаточно крутой экран. Далее у нас на борту есть MIDI in, out, true, но в одном экземпляре не два их, например, как в MC300 и 500. В принципе, этого достаточно, потому что у нас на MIDI выходе, соответственно, есть разное количество каналов, и по одному штуру мы можем подключить просто огромное количество устройств, что и делал Liam Howlett. Тут стоит учесть, что сэмплер здесь еще используется в качестве синтезатора. Почему? Потому что у нас есть еще на борту, соответственно, управляемый фильтр, управляемый усилитель, у нас есть LFO, и тем самым, например, записав какую-нибудь пилу, либо прямоугольник, либо синус, мы получаем, в общем-то, классическое построение синтезатора. То есть у нас есть, условно говоря, источник. В данном случае это, конечно же, сэмплер, а не генератор, но сэмплер, который генерирует у нас какую-то форму волны. И потом у нас есть фильтр и огибающее, то есть все как и у обычного синтезатора. И таким образом мы можем уже строить более сложные какие-то, соответственно, звуки. Плюс у нас есть наслоение, то есть мы можем наслаивать звуки. Далее у нас есть в памяти, соответственно, около 60 предустановленных сэмплов завода, которые мы можем использовать. Это ударные, это какие-то синтезированные и псевдоакустические звуки, да, и в принципе для каких-то базовых вещей их достаточно. Плюс мы можем, соответственно, записывать свои уже сэмплы. По объему памяти для собственных сэмплов у нас есть 2 банка и у нас есть 2 частоты дискретизации. Сам аналогоцифровой преобразователь у нас 12-битный, и у нас получаются такие цифры. То есть если мы пишем на 15 кГц, у нас есть 2 банка по 14,4 секунды. Если мы пишем на 30 кГц в более лучшем качестве, у нас, соответственно, есть 2 банка по 7,2 секунды. Немного технических подробностей по, соответственно, памяти, RAM памяти, то есть доступной для записи наших сэмплов. Тут пришлось технически немножко разобраться, посмотреть даташиты, посмотреть устройства, потому что все не так очевидно. Везде в описании указано, что RAM памяти в Roland W30 512 килослов, но нигде не указана разрядность, указана только разрядность аналога цифрового преобразователя 12 бит.
И, соответственно, возникает предположение, что там 512 килослов по 12 бит. Но это не так. Если посмотреть, соответственно, сервис-мануал и схему на данный прибор, мы можем увидеть, что там находится 4 RAM-чипа от Hitachi HM 65256B12. Приставочка 12, это означает, что они более быстрые, 120 наносекунд отклика у них. Вот. И если посмотреть описание даташита на данные чипы, то мы можем увидеть, что данные чипы 8-битные. Таких чипов у нас 4, то есть 2 по 8 бит, это 16 бит. У нас 2 банка, 2 чипа идут на 1 банк. Значит, слово у нас 16-битные. И вот теперь интересный вопрос, да, то есть почему именно так? А дело в том, что цифра, аналоговый преобразователь в Roland W30 16-битный от Panasonic, это MD6203. Получается, что аналоговое цифровое преобразование у нас 12-битное, но хранится это все 16-битными словами и в итоге выводится в 16 битах. Вот такая техническая особенность, не знаю, насколько это сильно влияет на звук, но пришлось немножко пошерстить, соответственно, схему, интернет, чтобы понять вообще, как это все там организовано. Получается, у нас RAM-память 512 килослов по 16 бит. Мое сердце бьется спокойно, бьет. Я совершенно спокоен. Я чувствую себя хорошо. Я чувствую себя. Я чувствую себя хорошо. Я чувствую себя. 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 Я чувствую. Я чувствую. Я чувствую. Я чувствую. Я Ну что ж, давайте приступим. А для того, чтобы начать, мне пришлось закоммутировать все оборудование. Об этом, скорее всего, выйдет отдельный ролик на канале. Я снимал детально весь процесс. Если там получится достаточно любопытный материал, интересный, я его скомпоную и выложу отдельным роликом. Но сейчас я упомяну и перечислю основные важные моменты по коммутации. Я ориентировался на догадки о том, как использует Liam Howlett данный прибор в своем сетапе. То есть я уже рассказывал, что этот прибор используется как ведущий, да, то есть его секвенсор встроен
настроенный, управляет как самим сэмплером Роланда, так и внешними устройствами. Соответственно, сейчас у меня собран такой лайв-сетап, но с дополнительной частью у меня стоит здесь виниловый проигрыватель и микшер к нему для того, чтобы я мог на ходу сэмплировать. То есть вот эта часть нужна, в принципе, дома на студии, когда мы пишем оборудование, то есть на лайве она не нужна, сэмплы хранятся уже в самом Роланде. То есть у нас есть виниловый проигрыватель, выход с него идет в микшер, там есть фонокорректор, это нужно для того, чтобы усилить сигнал с пластинки. И выход с микшера у нас поступает в Roland W30 на вход сэмплера. Далее мы будем использовать секвенсор самого Роланда. Как я уже упоминал, он достаточно удобный, у него 16 треков есть, многоголосная полифония и также есть настройки по, соответственно, вводу-выводу, то есть на какие каналы что отправлять, на какие MIDI-каналы будет секвенсор отправлять данные с треков, каким каналом будет управлять клавиатура, то есть все эти возможности в Роланде есть. Также я решил добавить несколько внешних устройств. У меня в наличии их не так много, но был в наличии марш. Соответственно, я его подключил по MIDI к Роланду, и один из треков секвенсора Роланда будет управлять как раз таки маршем. Параллельно маршу я затриггерил свой модуль для получения более насыщенного и перегруженного кика. Возможно, это будет уместным. Как я уже упоминал, у Роланда есть 8 независимых выходов, и 3 из них я отправил на независимые каналы микшера Yamaha MV802. Соответственно, на микшере у меня, как обычно, подключено 2 посыла. Один посыл у нас идет на ревербератор Yamaha. Это такое очень долгое эхо. И также тейп-дилей эхо для сатурации и каких-то повторов. Выход из микшера Yamaha поступает на звуковую карту SSL 2+, для, соответственно, уже записи. И получается, что у нас сейчас, в принципе, железный полностью сетап, то есть компьютер здесь будет использован только для записи финального результата. То, с чего я начну работу, это с настройки как раз-таки независимых каналов на выход. Для этого у нас есть такой пункт, как Part Set. Part — это как раз-таки вот эти части, которые мы можем, соответственно, настроить. По дефолту они уже кое-как настроены, то есть у нас на первом канале мы можем увидеть E-Piano, на втором MIDI-канале Synbase и так далее. Но в данном случае это патчи встроенные, то есть эти MIDI-каналы отправляются на внутренний роутинг и, соответственно, играют вот этими патчами сэмплера. Но точно так же мы можем, соответственно, играть данные MIDI-каналы и наружу. Важный момент, то есть сейчас у нас режим выхода, так называемый микс, это когда все каналы, независимо от того, на какой выход они были бы назначены, они будут играть всегда в первый канал. Поэтому первым делом нужно переключить в режим мульти, и в этом режиме уже становится доступным распределение каналов независимо. То есть я сейчас MIDI-канал номер 1 поставлю на первый выход, MIDI-канал номер 2, соответственно, на второй выход,
и MIDI канал номер 3 на третий выход. В принципе, этого мне будет достаточно, так как это соответствует 3 первым физическим каналам на моем микшере. Сразу же вам покажу окно сэмплирования, пункт номер 7. Это то, чем я буду в основном пользоваться при записи сэмплов. Значит, что у нас здесь есть? У нас здесь есть возможность ввода названия. Потом мы выбираем банк, в котором мы будем писать, как я уже упоминал, банка 2, А и Б. Выбираем частоту дискретизации 15 либо 30 кГц. И если это 15, у нас в 2 раза больше, соответственно, памяти. Внизу здесь написаны остатки по секундам. И вот здесь мы указываем, сколько нам нужно на текущий тон как бы секунд памяти. Ну, видно, что оно умножает на 2, и они немножко вот кратные, то есть 1.6, 1.2 по 0.4 секунды можно выбирать за раз. Далее мы указываем клавишу, то есть тон, который соответствует тот сэмпл, которым мы будем играть. Ну, для этого нужен, скорее всего, тюнер, либо музыкальный слух. Вот. Я, в общем, записываю его по умолчанию на тех настройках, которые есть, и потом уже либо подбиваю на слух, либо тюнером вычисляю, какая там частота. И есть такая же настройка, как pre-trigger, то есть чуть-чуть раньше будет запись стартовать. В принципе, все. После того, как мы настроили сэмплинг, мы нажимаем кнопку Ready. Появляется вот такое окошко, в котором мы можем видеть уровень сигнала, если он поступает на вход, и можем настроить вот этим человечком порог срабатывания триггера, чтобы автоматически стартануть запись сэмпла. Когда мы будем готовы к записи, сейчас можно там прослушивать звук. Нажимаем кнопку Auto. Если мы хотим, чтобы сэмплер автоматически стартанул по наличию сигнала на входе, либо нажимаем Manual, то есть вручную, если нам нужно, соответственно, стартануть запись сэмпла руками. Я не буду показывать вам все меню, но хочу показать, соответственно, секвенсор, хочу показать микроредактирование, чтобы вы понимали, насколько примитивно это все было и насколько сейчас у нас огромные возможности в DAW-системах типа Ableton или FL. Вот таким образом выглядит основной экран записи, на котором происходит линейная запись по трекам. Вот эти буквы обозначают то, что эти треки, соответственно, уже записаны частично и на них какие-то есть данные. Всего у нас 16 треков. В данном случае я использовал, получается, 5, 6, 7 треков из 16 для записи вот этой композиции. Что у нас есть? У нас есть настройки записи, у нас здесь есть квантизация, это очень удобная функция, я ей пользуюсь, то есть, соответственно, 1/8, можно указывать смещение, и еще есть параметр Gate Time, который установлен в Real, я, честно говоря, его даже не переключал, что он значит, вам даже не скажу. Далее, из важного, что у нас есть? Record Switch. Здесь указываем то, что мы будем записывать. Например, питч-бенды, Control Change и так далее. То есть это MIDI события, которые доступны для записи, и их можно, соответственно, отключать, те или иные, при записи. Далее у нас есть Track Select, то есть выбор трека для записи. Это, соответственно, как будто мы выбираем голову для записи на бобинном магнитофоне многодорожечном, да, выбираем ту или иную дорогу, то есть 8-ю, 7-ю, то есть какой вам трек нужно записывать. Из важных вещей, которые есть в данном меню, это то, что каждый трек можно заглушить по отдельности, и также можно управлять его MIDI потоками, то есть направлять MIDI секвенцию этого трека на внутренний internal, либо на external выход. То есть также можно направлять их на оба. Что это значит? Если мы включаем
MIDI-секвенцию на внутренний порт, то он будет играть встроенным сэмплером, который настроен на этот канал. Соответственно, если на внешний, то мы управляем каким-то устройством снаружи. В данном случае я управлял, например, маршем. И, как вы видите, можно использовать параллельно, то есть и играть и сэмплером, и каким-то внешним устройством. То есть настройки эти очень примитивные, но крайне гибкие. То есть мы каждый трек можем настроить на то или иное действие. Например, заглушить трек 9, да, и при этом играть трек 10. И это очень удобно. То есть мы можем роутить вживую, как-то это делать. Это меню работает на лету, поэтому да, это не дает плавного нам затухания, мы можем просто резко включить-выключить, да, какой-то трек, но мы это сделать можем. Далее, очень важный параметр — это Keyboard Param, это меню, которое отвечает за клавиатуру. Как я уже упоминал, Roland W30 стоит рассматривать как 3 отдельных модуля. Это секвенсор, отдельно клавиатура и отдельно сэмплер. У сэмплера, соответственно, свои настройки ввода-вывода MIDI, у клавиатуры свои и у секвенсора свои. Это как бы 3 независимых устройства. И именно поэтому здесь есть настройка клавиатуры, то есть мы в любой момент клавиатуру можем переключить на любой канал и немного тут параметрами поиграться. Опять же, клавиатура может управлять как внутренним сэмплером, так и какими-то наружными устройствами, как параллельно, так и по отдельности. Это очень удобно. То есть я в любой момент могу этой клавиатурой контролировать не только сэмплер внутренний, да, на каком-то определенном канале, но и сэмплер снаружи, например, как делает Liam Howlett со своим Akai, соответственно. Собственно, почти все. То есть у нас есть еще локаторы, это метки, то есть горячие, которые мы можем расставить по треку и перемещаться по ним. Вот так и выглядит, вот таким образом выглядит условно DAW-система, только встроенная, аппаратная, да, на уровне W30. Из интересного у нас есть еще микроредактирование. После того, как мы записали, соответственно, трек, мы можем его редактировать. И микроредактирование, если вы сталкивались с трекером, то вам этот режим будет знаком. То есть это на самом деле пошаговый режим, очень сильно напоминает трекер. То есть мы можем перемещаться по каждой ноте, по каждому треку определенному, то есть, например, трек 2. Редактировать каждую нотку, если вы где-то ошиблись, сместить ее, громкость ее отредактировать и так далее. То есть это редактирование на уровне как раз таки уже самих событий. Крайне удобная функция, можно выделять, создавать, очищать и так далее. Это то основное, чем я пользовался при записи и при создании вот этой композиции сегодня. Управление секвенсором очень примитивное, то есть у нас есть пошаговое перемещение и кнопки, чтобы прыгнуть в конец трека, либо к следующему локатору. Также есть кнопка записи и проигрывания, то есть у нас очень минимальное управление, но при этом всем это управление настолько интуитивно, что даже без инструкции я, в принципе, за 1-2 вечера разобрался, как здесь все устроено, как здесь все закоммутировано, как здесь все роутится. И я понял, почему он так нравился именно Лиаму в то время. То есть понятно, что сейчас есть более какие-то современные и более расширенные, и более удобные, да, средства ввода, просто потому что технологии идут вперед, но на то время это был прорыв. То есть это максимально комфортное устройство, потому что оно включало в себя не только завершенный цикл, да, то есть рабочую станцию, которая самостоятельно уже могла выполнять огромное количество функций, то есть быть и синтезатором, быть и сэмплером, и в общем все-все, но и при этом быть сердцем сетапа, то есть на лайв-выступлениях управлять еще множеством других устройств, переключаться между ними, то есть это крайне круто. хорошо.
Итак, на часах практически час ночи. Вот, я закончил демо в более-менее приемлемом виде, да, то есть ушло на это у меня порядка там 4 часов, наверное, с перерывами, понятно, там на запись и так далее. Вот, а по итогу с устройством я уже общаюсь не первый и не второй день, то есть я очень долго его, соответственно, ремонтировал, а потом разбирался уже с функционалом в свободное время, читал мануалы и пытался понять вообще, как там что устроено и как его можно использовать. Безусловно, прибор хорош, а учитывая, что годы выпуска в продажу данного устройства это 89-й где-то, у Lime Hollow он появился в 92-м примерно. На то время, я считаю, это был максимально великолепный прибор. То есть и как рабочая станция, и как сэмплер. Плюсы и преимущества W30 как сэмплера — это то, что он достаточно интуитивный, и у него сразу же, опять же, есть клавиатура, и все происходит быстро. То есть быстро назначаются сэмплы, быстро создаются патчи, тона, и вот эта вот универсальность настроек огромнейшая, то, что можно настроить отдельно сэмплер, отдельно секвенсор, отдельно клавиатуру, то есть они все настраиваются как бы независимо. Это дает просто огромнейшие возможности по коммутации вот оборудования, по созданию своего собственного такого вот сетапа, вот то, как вы хотите. То есть вас не загоняют в рамки, что вы должны пользоваться только вот этим прибором, да, то есть вам дают максимально вот возможностей, то есть вы можете делать все, что захотите. Чем, собственно, и воспользовался Lime Hollow, это то, что я сегодня пытался тоже повторить. Я пытался понять, как этот прибор в студии место свое найдет. То есть вот будет ли мне удобно одним прибором пользоваться, чтобы регулировать другие приборы или управлять другими. И по итогу я вот сейчас могу сказать, что это действительно удобно. То есть у вас одна станция, которая управляет всем. Управляет сэмплерами, управляет синтезаторами, управляет еще чем-то. В ней самой есть сэмплер. Это просто невероятно удобно. Учитывая, что в то время компьютер это была роскошь, ну, хотя я не считаю, что эта станция тоже была дешевой, да, но именно как музыкальное устройство, оно очень и очень достойное и завершенное. То есть, учитывая, что тогда еще была очень дорогая память, оперативка, да, и ROM память тоже, в принципе, была дорогая. То есть, Roland умудрились создать очень консервативное, но при этом очень функциональное устройство. Мне нравится. То есть я вам показывал экраны, то есть настолько все вот примитивно на самом деле, но они умудрились сохранить вот тот функционал, который дал просто невероятные возможности. То есть примитивизм и широкий функционал — это как бы несочетаемые вещи, но они в этом приборе, ну, с учетом, опять же, годов выпуска, они сочетаются. Клавиши классные, про сэмплер, звук сэмплера шикарный, удобно им пользоваться, очень быстро ты записываешь что-то и создаешь, то есть буквально там нажал, настроил, записал, и все, уже можно играть на клавиатуре. Секвенсор, как я уже упоминал, это расширенные роландовские аппаратные секвенсоры, ну и здесь больше функционала, я уже показывал микроредактирование и так далее, метки, в принципе функционала достаточно как раз таки для построения композиций. Да, здесь нет многого, к чему мы привыкли, какие-то плавные там нарастание громкости, это все сложно достаточно сделать, но по факту это тоже можно. Если подключить какой-нибудь MIDI-контроллер, то я думаю, он будет записывать Ctrl-Change события, и это тоже можно сделать. К сожалению, просто нет под рукой какого-то MIDI-устройства именно с MIDI-выходом. Да, у меня есть только АК, и он по USB подключается. Вот. Из особенностей, да, то есть, опять же, прибор диктует построение звуков, композиции трека. Ты должен, в принципе, немного представлять, что ты хочешь записать. То есть и для этого тебе нужны определенные, соответственно, девайсы, сэмплы и так далее.
Как вы знаете, Лиам очень был музыкальным человеком, и поэтому ему удавалось вот находить такие сэмплы и так их сочетать, что я долгое время даже не знал, что вся эта музыка практически создана из сэмплов. То есть, да, часть там есть живых партий, но все остальное это сэмплы. То есть большая часть, основа музыки Prodigy — это сэмплирование. Вот. Поэтому нужно в голове держать тональности, понимать, что с чем сочетается, что с чем не сочетается, но также это огромный момент для творчества, потому что ты никогда не знаешь, какой сэмпл у тебя получится, потому что при сэмплировании еще меняется звучание, то есть какие-то сэмплы начинают звучать очень плотно и интересно, то есть то, что там просто какой-то звук, например, на пластинке, да, он может стать очень интересным звуком, когда он ресэмплирован или понижен, или повышен, то есть начинает звучать совершенно по-другому. Вот. Звук сэмплеров — это особый звук, я уже говорил, и еще мне нравится идея та, что в данном случае сэмплер, он еще берет на себя такую роль синтезирующего устройства, да, как я уже упоминал, здесь есть и фильтр, и огибающее, и у нас по факту и сэмплер, и синтезатор в одном устройстве, да, то есть вы можете накидать каких-то ваншотов, настроить фильтр, и у вас будет звук достаточно хороший. Примеры я в видео, собственно, игры на звуках прибора показывал, да. Помимо этого, там вшито достаточное количество каких-то прикольных звуков. Там есть и пэды, и пиано, есть кое-какие даже ударные. То есть устройство поставлялось уже с некоторым набором, скажем так, звуков, да, и можно сесть и начать с ним работать. Но то, как его стал использовать Лиам Холлет, это, конечно, скажем так, очень революционно. То есть я считаю, что Лиам выжил максимально вот все, что можно было из этого устройства. Я бы, конечно, хотел вам детально рассказать, как оно все устроено у Prodigy, но, к сожалению, какой-то четкой информации нет. Есть обрывочная информация в каких-то изданиях. Есть лайвы, которые вы можете посмотреть и можете предположить, как там все устроено. Но суть идеи вот такая, да, есть внешние приборы, есть ведущее устройство, есть замечательный музыкант, который знает, как все это скомпоновать для того, чтобы получить нужный ему результат, и итогом является куча великолепных альбомов легендарных, кучу живых выступлений с невероятным просто драйвом, с импровизациями, и все это было с помощью вот этого прибора. По поводу того, можно ли использовать данный прибор в современности. Как всегда, вопрос открытый. Я вам показал, что можно написать композицию даже сейчас только с помощью этого прибора, без участия компьютера, сугубо на железе. И эта композиция начинает звучать иначе. Я могу написать на компьютере музыку со стилистикой, звуком, напоминающую вот это, но для этого нужен опыт и понимание, как вообще все работает, как все устроено. Понятное дело, что с живым устройством устройство вас просто загонит в эти рамки, и через какое-то время вы будете уже работать именно вот в рамках этого устройства и выдавать вот такой звук, потому что прибор вас как бы заставляет работать с ним по-особому. Это такое более грубое, резкое построение, это вот этот звук сатурированный, 12-битный, залоуфайный, да, это вот ресэмплинг. Опять же, звук в то время загоняли в основном с пластинок, продавались пластинки, на которых были брейки, брейкбиты, какие-то звучки. Вот, это все еще добавляет шум, щелчки, сатурацию, в общем, все это дает вот тот звук тех лет. Я думаю, это устройство замечательно подойдет для стилей хип-хоп, для ломаных, опять же, для брейкбита и для техно, потому что все вот эти такие классические, потому что все вот эти ресэмплированные классические клавишные, это вот прямая отсылка к техно. В общем, прибор интересный. Прибор меня впечатлил, потому что, годы выпуска, то есть он на то время, я считаю, был революционным. Даже сейчас он не кажется каким-то там устаревшим, неудобным. То есть он действительно интересный и действительно очень функциональный. Какие-то такие выводы. С вами был канал Аудиофонд. Если вы не подписаны, подпишитесь. Это была рубрика «Трипология звука». Давно в ней ничего не выпускал, но сейчас не так у меня много времени. Стараюсь как могу. До новых встреч! Чувствую себя.